Всем привет! Собственно, зелье – это волшебные напитки, которые можно как бросать, так и окунать, так и можно получить через алхимию. Зелье не оставляет пустых бутылок. Собственно, я думаю, это и так понятно. А чтобы взаимодействовать с зельем, нужно через команду DIP. Но имеется в виду окунать и так далее. Собственно, вот тут указано через команду QAF. Можно с ним взаимодействовать. Собственно, виды зелий, которые вообще присутствуют у нас в игре. В NetHack у нас в данный момент. Собственно, вода – это те зелья, которые получаются, когда вы смываете большую часть зелий. Выпивка, собственно, БОЗ, так называемое, вам дает опьянение, замешательство и так далее. Фруктовый сок, который дает вам так называемую пищевую сытость, грубо говоря. То есть можно использовать вместо питания. Видеть невидимое, это, собственно, благословленная версия даст вам постоянный эффект. А болезнь, в большинстве случаев, вредное зелье, оно для вас, ничего хорошего не даст, оно вам минус статы даст. Путаница, бесполезное зелье в большинстве случаев, грубо говоря, замешательство. Бесполезное зелье почему? Потому что для этого можно использовать заклинания. В большей степени они будут более эффективны. Дополнительное исцеление, крайне эффективное зелье, особенно в благословленной версии, помимо вылечивания дебафов, может вам дополнительное ХП накинуть. Галлюцинация – бесполезное зелье. В большинстве случаев смывается. Можно в наступательных целях использовать, но оно, опять же, бесполезно. Галлюцинация не самая сильная. Собственно, выздоровление. Выздоровление – это, скорее всего, имеется в виду лечение. Хорошее зелье, восстанавливает здоровье. Подробнее мы на всех зельях будем останавливаться чуть позже. Собственно, святая вода, хорошее зелье, особенно если вы благочестивый персонаж, либо нейтрал. Для вас это полезное зелье, помогает взаимодействовать с инвентарем, снимать проклятия и так далее с предметов. Нечестивая вода, наоборот, проклятие позволяет вешать на предметы. Также святая вода может снимать ликантропию, что очень полезно. А нечестивая вода, если вы хаосник, может лечить. Получается, святая вода, если вы не хаосник. Восстановление способности – это одна из отличных зелий, как я узнал. Она помимо восстановления способности может восстановить ваш уровень, если вы его потеряли. Зелье сна – сомнительное зелье. Отправляет вас в сон, если по вам попадут. Помогает сопротивление ко сну. Либо кольцо защита от парализации, так называемый free action. Слепота, сомнительное зелье, тоже смывается в большинстве случаев. Собственно, оно дает слепоту вам при выпивании. В большинстве случаев используется в наступательных целях, но оно если только на каких-нибудь дальников кидать, и то не факт, что вы попадете. Поэтому набор энергии, собственно, крайне эффективное зелье, оно восстанавливает вашу энергию. Помимо восстановления энергии, оно вам может дать, собственно, максимальное, то есть прирост к максимуму вашему энергии, то есть эффективная вещь. Собственно, невидимость. Невидимость. Она дает на постоянке невидимость, если вы ее выпиваете в благословленную версию. В остальных версиях она не дает невидимость. Обнаружение монстров, объектов. Я думаю, понятно, что это обнаруживает монстры и объекты. Просветление. Оно дает вам... В благословленной версии вам поднимает статы.
Также помимо дает вам ваши внутренние характеристики. Полное исцеление вас полностью исцеляет. Левитация позволяет вам левитировать. Полиморф. Ну, собственно, при выпивании вы полиморфируетесь. Если есть контроль, вы контрольно полиморфируетесь. Если нет контроля, вы полиморфируетесь рандомно. Скорость вас немножко ускоряет, лечит ваши раненые ноги. То есть это вашу ловкость, так называемую, поднимает. Не поднимает ловкость, а если у вас, например, замедлил этот Ксорн, например, не Ксорн, а Ксан он называется. Он вас атаковал, он сбил вам ловкость временно. Также ее можно выпить, когда вы в ловушку Биар попали, так в медвежью. Кислота. В большинстве случаев наступательная, неэффективная, может взорваться, если взаимодействовать с огнем. Масло то же самое, можно кидать даже еще. Можно заливать ее, масло заливать в лампы. Получение способностей. Используется благословленная версия. В большинстве случаев, ну, что такое способность? Это ваши статы. То есть благословленная версия — это ваши все статы поднимутся, если это возможно. Это если у вас не максимум. Не проклятая, ну, собственно, один стат, а проклятая она вообще нам вам статы забирать будет. Паралич, ну, собственно, это паралич. Вот, ну это если вкратце по зельям пробежаться. Теперь более подробно остановимся на каждом из них. Собственно, идентификация погружения зелий. Что, собственно, если погрузить в рог единорога, ну, зелье через команду deep, все команды прописываются через решетку, у вас получится, что зелье потратилось, зелье масла, и рог будет блестит масляным светом. Если вы окунете зелье болезни, у вас получится фруктовый сок. Если вы окунете зелье слепоты и замешательства, это будет и зелье галлюцинации, это будет зелье воды. Собственно, если у вас будут отравлены снаряды, например, дротики, стрелы и так далее, если вы окунете зелье исцеления, дополнительное исцеление, полного исцеления, зелье, во-первых, потратится, и ваши снаряды станут непроклятыми. Ну, точнее, не проклятыми, не отравленными. То есть они могут быть отравленные, снаряды. Эффективно, если, например, вот орки используют ядовитые стрелы. Вот как вариант можно их смывать благодаря зельям исцеления, дополнительного исцеления. Но это, на мой взгляд, расход этих зелий. Лучше использовать алхимию. По алхимии у меня отдельное видео есть. Неотравленные снаряды можно отравить зелье. Собственно, зелье также потратится от зелья выпитое. Это, получается, зелье потрачено будет. Неотравленные снаряды взаимодействуют с зельем болезни. И, собственно, у вас получится стрелы, болты, дротики и сюрикены. Любой полиморфированный предмет, собственно, если зелье полиморфа, предметы будут полиморфированы, а если предмет не полиморфированный, ничего не произойдет. Если взаимодействие аметиста и зелья выпивки, у вас получится зелье фруктового сока. Лишайник, получается, железный предмет, медный, любой предмет устойчивый к коррозии и меди, зелье кислоты. Это будет зелье выпито, собственно, с металлическим предметом, который подвержен коррозии, он подвергнется ей, вы это увидите, если будет у вас зелье кислоты. Если у вас лишайник покраснеет по краям. Сложно сказать, я не взаимодействовал так с лишайником, но
интересная механика. А устойчивый каким-то образом ваш айтем не пострадал от эрозии. Интересно. То есть вам выдадут это сообщение. Но не на русском языке, сообщение будет на английском, но факт остается фактом, что содержание будет примерно такое. Любое ржавое оружие или коррозийное взаимодействие с зельем маслом, оно потратится, и вам подадут +1 уровень всего от эрозии. Всего 3 уровня защиты от эрозии. Вам, грубо говоря, +1 дадут, то есть поднимут на +1, если у вас первая стадия, то есть вам вообще, грубо говоря, снимут эрозию полностью. Рог единорога полезно, если погружение рога единорога не дало никакого эффекта, вероятно, это зелье безопасно для питья. Особенно сон и паралич. Собственно, по цене, по крайней мере, как здесь указано, собственно, вода не оценивается у зелий. Выпивка за 50, виднее невидимого. Ну, что касаемо цены, ну, в принципе, да, можно сказать, что прайс соответствует, но я обычно использую прайс-идентификацию по ценам, там и по харизме, там, ну, в общем и целом, что касаемо этого, тут такой сложный момент. Но в целом можно было бы, конечно, им воспользоваться, но он такой. Поэтому, собственно, питье зелий. Что вообще питье дает зелье и что оно не дает, если в целом по зельям смотреть. Собственно, зелье болезни. Минимальный риск, если оно благословлено, или ты целитель. Лекарство — это непроклятое зелье восстановления способности или зелье или заклинание восстановления способностей. Не проклятый рог единорога, также благословленный рог единорога подойдет. Слепота. Ты носишь глаза потустороннего мира. Глаза потустороннего мира, насколько я знаю, это квестовый предмет этого монаха. То есть его можно получить и другим персонажам, но опять же его только пожелать можно. Один из следующих зелий непроклятое выздоровление, полное исцеление, морковь и непроклятый рог единорога, также благословленный подают. Галлюцинации. Ты владеешь Грейс Вандером. Собственно, это оружие, насколько я знаю, одно из серебряных сабель, которое снимает галлюцинации. По оружию у меня есть отдельное видео, артефакты оружия. Можете полистать и найдете. Одно из зелий, собственно, зелье болезни его можно пить безопасно, если вы владеете этим. И не проклятый рог единорога. Рассеянность, пьянка. Если зелье благословлено, его можно, собственно, пить. Как избавиться от этого? Это молитва, благословленность от замешательства монстра, поедание трупа ящерицы уменьшает тайм-аут до 2 ходов, или не проклятый рог единорога. Но в большинстве случаев рог единорога снимает большинство дебафов, которые, стоит оговориться, что именно благословленный и не проклятый рог единорога. А проклятый рог единорога он хуже сделает. По рогу единорога у меня есть отдельное видео, если интересно, можете на нем остановиться. Полиморф. Если у вас есть контроль, либо у тебя есть неизменный. Ну, то есть неизменный — это контроль полиморфа, собственно, на кольце в большинстве случаев получается. Неизменный на амулете получается. Сон, паралич. Ношение кольца, свобода действия — лучшая контрмера. Если вы не можете использовать кольцо, собственно, свобода действия, free action так называемый, это нужно запереться в чулане, спрятаться на низких уровнях с легкими монстрами, убить всех ближайших и держать питомцев поблизости. И сопротивление ко сну.
защитит от сна, но не от паралича. А разбавление и бросание зелий, собственно, разбавление зелий при погружении в любую жидкость, будь то фонтан, открытая вода, либо другое зелье, оно разбавится. Разбавленные зелья, они будут, собственно, отдельно лежать от основной стопки. Тут есть представлены некоторые разбавленные версии. Разбавленное зелье выпивки это не вылечит 1 хп, в отличие от неразбавленного. Разбавленное зелье видения невидимого даст несколько иные сообщения, хотя эффект тот же. Разбавленная порция фруктового сока дает вдвое меньше питательных веществ, чем неразбавленное. Разбавленное, собственно, зелье можно разбавить 2 раз, и оно потеряет любой статус благословленного и проклятого и станет непроклятым зельем воды. Из вышеперечисленных принципов имеется исключение. Зелье кислоты не разбавляется, а вызывает взрыв, наносящий урон персонажу. Если в результате этого ваш персонаж погибнет, то причиной смерти будет указана элементарная химия. Зелье воды нельзя разбавить, что неудивительно. Это означает, что святая вода и не святая вода также невосприимчивы к разбавлению. Так что это просто благословенное и проклятое зелье воды. Потеря блаженства является следствием разбавления. Алхимия не разбавляет уже разведенные зелья, поэтому небезопасно преобразовывать зелье лечения в неразбавленные зелья дополнительного исцеления, а затем в неразбавленные зелья полного исцеления. Ну, опять же, по алхимии есть отдельное видео. Если в 2 словах, по алхимии просто вы получите в конце разбавленное зелье, то есть вы кладете 2 неразбавленных, в конце получите разбавленное. А у разбавленных, как говорится, эффект, грубо говоря, в половину слабее, чем неразбавленное. Но вы получаете новое зелье. Брошенные зелья, их можно бросать в бою, собственно, монстр имеет 80% шанс. Во-первых, вы можете и не попасть по монстру зельем. Во-вторых, будут пары присутствовать от этого зелья, если оно разбилось. Этими парами можно и, например, если зелье парализации будет, вы можете сами себя же и парализовать. Что очень рискованно, свобода действия может защитить вас от этого. Дымные и молочные зелья. Ну, это, собственно, 2 основных, собственно, Milk, собственно, и Smoky Potion. Это одни из основных поушен, которые первый, собственно, вызывает джина, Smoky Potion, который вам даст, есть небольшой шанс того, что он, во-первых, вызовет джина, а во-вторых, то, что он даст вам желание. А второй вызовет призрака враждебного, которого вам можно будет убить, если и будет небольшой шанс на то, что этот призрак вам оставит свой труп. Важно убивать его не на уровне кладбища, для того, чтобы кладбище — это в большинстве случаев конкретные места, либо где погибли персонажи, то есть там, где очень много могил. Собственно, идем дальше. Первое зелье, которое у нас получилось, это зелье паралича. Если вы его выпьете, вы парализуетесь на 13-22 хода, если благословлено 25-34, если не проклято, и 37-46, если проклятое. Вдыхание паров — это от разбивания зелья парализации, которое разбивается рядом с вами, парализует вас на 1-5 ходов.
Как и большинство форм паралича, свобода действия делает это зелье безвредным. Собственно, кольцо защиты от парализации убирает его. Поэтому кольцо защиты от парализации нужно носить постоянно, чтобы вас не могли законтролить. Зелье паралича можно бросить монстров или нанести им удар по голове. Оба метода парализуют монстра на 1-25 ходов, блаженство это не влияет. Если монстр уже парализован, зелье не увеличивает продолжительность. Это просто не имеет никакого эффекта. Кроме этого, монстры никак не могут противостоять этому параличу, что очень полезно против квестовых врагов. Вы просто в него кинули парализацию, и пускай он пытается защититься от нее. Главное вам при этом иметь свободу действия, то есть кольцо Free Action, одетое на вас. Особенно если вы деретесь в мили, взяли в руки это зелье и просто, грубо говоря, или кинули. Ну и монстр. Так пара зелий, и все, и безнаказанно забьете. Это как зелье сна, не зелье. Ну, по сути, зелье сна похожи принципами, тоже кинули. Если существо не сопротивляется ко сну, вы его просто забили. Ну, по зельям сна мы остановимся чуть позже, поэтому сейчас на нем остановиться не буду. Хоть это вредное зелье, погружение в его рог единорога превращает его в воду. Ну, собственно, по рогу единорога есть отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Собственно, зелье уровня. Выпив непроклятое зелье уровня, увеличите свой уровень опыта на 1. Непроклятое зелье установит ваши очки на минимум для вашего нового уровня, а благословленное зелье увеличит ваши очки опыта на случайное значение от минимального до максимального до вашего уровня опыта. Например, вы выпьете непроклятое зелье уровня на уровне 2, ваш уровень повысится до 3, а ваши очки опыта будут равны 40 как минимум для уровня 3. Если вы выпьете благословенное зелье, ваши очки опыта будут равны случайное число от 40 до 79. 80 это минимум для четверки. Это также позволит автоматически идентифицировать зелье. Ваши характеристики будут увеличиваться, как обычно, в зависимости от вашего уровня, расы, роли и телосложения. Если вы выпьете непроклятое зелье, находясь на максимально 30 уровне, оно все равно увеличит ваш хп и энергию. Благословенное зелье ведет себя точно так же, как и непроклятое. При увеличении этих атрибутов не приведет к увеличению здоровья и энергии. Проклятое зелье не увеличит ваш уровень опыта, но позволяет вам получить 1 уровень подземелья. Заставляет вас подняться через потолок на этаж выше. Однако это не работает на локации, как финал игры Собакан, верхние этажи башни волшебника и башня Влада, верхний этаж квеста и форт Лудиус. Проклятое зелье усиление будет работать только на 1 уровне подземелья, если у вас есть амулет Эндора. Выпив проклятое зелье с уровнем усиления, вы не идентифицируете зелье автоматически, но предложит вам его назвать. При этом, когда вы носите амулет, дополнительно к вышеперечисленному, вы подвергаете воздействию таинственной силы. Умные монстры с руками выпьют зелье повышения уровня в своем инвентаре, как только игрок окажется в определенном диапазоне. Монстр, выпивающий непроклятое зелье, приобретет опыт и, возможно, вырастет в более могущественной форме. Например, мастер Лич превратится в архилича. С личами вообще лучше не сталкиваться, потому что, ребята крайне опасные и нежелательно с ними вообще иметь никаких дел. Поэтому безопаснее, чтобы вы с ними вообще не сталкивались.
Если их взрослая форма подвергнется геноциду, вместо этого монстр умрет. Если зелье проклято, монстр может подняться через потолок при соблюдении тех же условий, что и игрок. Как обычно, вы становитесь свидетелем получения опыта монстра, вы автоматически определите зелье. А наблюдение за эффектом проклятого зелья побудит вас назвать его. Зелье усиления способности. Выпивание непроклятого зелья улучшения способности увеличивает ваш случайный атрибут на 1 пункт. Выпивка благословленного зелья улучшения способности увеличит все ваши атрибуты, если они не на максимуме, на 1 пункт. Выпивание проклятого зелья улучшения способности или выпить непроклятое, неся кольцо. Поддержание способности не дает никакого эффекта, зелье не будет идентифицировано. Обратите внимание, что зелье не проклятие попытается найти атрибут, который вы еще не достигли максимум только 6 раз. Если все 6 раз потерпели неудачу, то он попытается поднять ваш максимальный показатель, но безуспешно, без дальнейшего эффекта. Зелье масла. Игроки начинают с зельем маслом и так далее. Также можно в магазине осветительных приборов в Майтауне найти это зелье масла. Масло имеет широкое применение, но в первую очередь предназначено для топлива масляных ламп. Путем погружения в него если я не ошибаюсь, погружение производится через команду Deep, наверное, тоже, да, либо RUP, я точно не помню, врать не буду. Которые израсходуют, если лампа горит, а зелья нет. Вместо этого зелье взорвется. Как лампа, так и зелья, они должны быть погашены в этот момент, когда вы заправляете их. Волшебные лампы и масляные лампы ведут себя одинаково, если их окунуть в зелье маслом. Но волшебную лампу заправлять нет смысла, а вот масляную лампу заправлять есть смысл, потому что она имеет свойство расходоваться. Любые действия с проклятым зельем масла приведут к тому, что масло прольется и ваши пальцы станут скользкими. Ужасно. Вам для этого может помочь полотенце, товел так называемое. Вы можете применить его. Главное, не проклятое. Погружение рога единорога в зелье масла придаст рогу маслянистый блеск, который идентифицирует и расходует зелье. Если окунуть что-либо в зажженное зелье с маслом, зелье израсходуется, и, возможно, окунание предмет сожгет. Осветительное масло. Вы можете зажечь зелье масла, применив его, и погасить, применив его снова. Это также идентифицирует зелье. Зажженное зелье масла можно бросить как взрывной снаряд, а оно нанесет урон огнем 4d4, это от 4 до 16 всему, что попало в зону взрыва. Выпивая незажженное зелье масла, вы злоупотребите своей мудростью, то есть минус мудрость будет, и идентифицируете зелье. Выпивка незажженного зелья. Выпивка зажженного зелья дополнительно наносит урон 3d4, это от 3 до 12 урон от огня. И 1d4, это от 1 до 4, если есть сопротивление к огню. Однако, если вы превращаетесь в монстра, который любит огонь, например, огненные монстры, такие как огненные вихри или саламандры, вместо этого вы проявите мудрость и не получите урона. Ремонт оружия. Масло можно также использовать для ремонта поврежденного оружия. Погружение ржавого или ржавого
ржавого оружия в непроклятое зелье масла снимет одну степень повреждения. Всего их 3. За пару, как говорится, за 3 зелья масла можно, по сути, полностью починить свое оружие. Скрипучие доски. Зелье масла можно использовать, чтобы освободить скрипучую доску, похожую на банку со смазкой. Банка со смазкой, она многоразовая, а вот зелье масла, она, грубо говоря, одноразовая. То есть вы использовали, и все, вы извлекли скрипучую доску. А вот банку с маской, ее можно заряжать, и у нее многоразовое использование будет. Зелье кислоты. Если пить выпивание зелья кислоты без устойчивости, нарушит вашу конституцию, то, собственно, выносливость. Лечит побивание камнями. Побивание камнями — это окаменение от катриса идет. И наносит вам урон в зависимости от красоты зелья. Красота зелья — это благочестие его, то есть благословленное, непроклятое, либо проклятое. 1,4 это от 1 до 4. Если зелье благословлено, 1,8 это от 1 до 8. Если зелье не проклято, и 2,8 это от 2 до 16, если зелье проклято. Вам также предложено будет назвать название зелья, ввести. Выпивание зелья с устойчивостью к кислоте не возымеет никакого эффекта. Устойчивость к кислоте можно получить, превратившись в монстра, который устойчив к кислоте, как, например, кислотные пузыри и так далее. Либо использовать плащ. Апрон он называется. Он защищает от кислоты, также от яда. Очень эффективен этот плащ на уровне рыцаря на квесте. Там очень много кислотных, они постоянно бьют. Крайне эффективная вещь. Бросок и владение. Попадание цели с зельем в руках или броском наносит ей такое же количество урона, как и опьянение, в зависимости от блаженства. 1,4 это от 1 до 4, если зелье благословено. 1,8, если зелье не проклятое, от 1 до 8. И 2D8 это от 2 до 16, если зелье проклятое. Без эффекта на цель, обладающую устойчивым к кислоте. Монстр, пораженный кислотой, будет кричать от боли, если сможет издать вокал, разбудив ближайших монстров. В этих случаях вам будет предложено ввести название зелья, если вы не вслепую. Монстр будет бросать в вас это зелье с теми же эффектами, злоупотребляя его сложением. Пары. Вдыхание паров разбитого зелья кислоты нарушает вашу конституцию, но не имеет другого эффекта. Погружение предметов из коррозийно уязвимого материала, такой как железо и медь, в зелье кислоты приведет к их коррозии. А погружение смазанного предмета любого типа к стиранию смазки. Чтобы нанести смазку, нужно использовать либо зелье масла, либо банку со смазкой. Израсходование зелья и предложено ввести вам имя в обоих случаях. Окунув труп лишайника в зелье кислоты, вы увидите уникальное сообщение. И предложите ввести название, не употребляя его. Про сообщение я, честно говоря, не знаю. Не сталкивался с ним ни разу. Кислота и вода. Кислота закипает при контакте с водой. Погружение любых зелий кислоты в бассейн или фонтан, или заход в более глубокую воду зелий кислоты в открытом ударе приведет к взрыву и нанесет до 10 единиц урона за зелье. Кислота внутри контейнеров, таких как мешки, сумки, проклятые клеенчатые мешки, взорвется, если внутрь попадет вода, хотя вы не получили урона. В результате зелье кислоты не может быть разбавлено обычным способом. Хотя разбавление кислоты возможно, обычно в результате случайной алхимии. Погружение кислоты в любое другое зелье также приведет к взрыву смеси. Отмена кислоты приведет ее в
зелье воды. То есть кислоту нужно только через палочку либо заклинание отмены, так называемую канцелятию. Железные слитки. Железные слитки можно растворить с помощью зелья кислоты. Ну, это так называемые, скорее всего, железные прутья, которые можно взять в руки либо бросить, если только они не находятся на уровне, позволяющем копать. Железные прутья, в большинстве случаев за них что-то лежит, в большинстве случаев один из гарантированных предметов — это свиток телепортации, а вот остальные — это уже там как рандомом подсказал. Но можно и обойти его, не бросая зелье, а просто обкопать, если у вас есть кирка. Зелье скорости. Случайно сгенерированные монстры могут получить зелье скорости в качестве рандомного предмета. Выпив зелье скорости, вы получите высокую скорость, лечите раненые ноги, автоматически определяете зелье. Если у вас нет очень высокой скорости. Продолжительность высокой скорости зависит от красоты зелья. Благословленные 160-169 ходов, непроклятые 100-109, а проклятые 40-49. Выпивание зелья на очень высокой скорости добавляет количество ходов к текущей продолжительности. Выпивание зелья на очень большой скорости добавляет количество ходов текущей продолжительности, и это, если это применимо. Вдыхание паров даст вам 1,5 от 1 до 5 оборотов очень высокой скорости и предложит ввести название зелья. Зелье полиморфа. Если вы пьете зелье полиморф, вы превратитесь в полиморф, если у вас нет неизменяемого эффекта. Например, амулеты неизменности. Зелье с автоматической идентификацией. Монстры также могут выпить это зелье. К счастью, это не приведет к появлению монстра за пределами глубины. Ну, то есть, например, к вам никогда не придут на первом, на втором уровне минотавры, если они даже выпьют, ну, либо какие-нибудь архи-личи, которые там мега сильные, они к вам не придут. Бросок этого зелья в монстра приведет к его полиморфизму, как и при использовании зелья, нанесения удара по нему. Вдыхание паров зелья полиморфа нарушает вашу конституцию. Конституция — это ваше телосложение, так называемая выносливость. Окунание. Погружение предмета в это зелье может полиморфировать предмет. Это не может полиморфировать предметы призыва. Амулеты Эндора, книгу заклинаний полиморфа и жезл полиморфа. Или другие зелья полиморфа. Артефакты имеют шанс 19/20 сопротивляться, тогда как другие предметы имеют шанс 1/20. Обычные проверки создания големов, исчезновения трупов, созданием артефактов пропускаются, но большие стопки все равно будут сливаться с маленькими. Погружение этого зелья в другое неводное зелье аналогичным образом полиморфирует другое зелье, не приводит к случайной алхимии. Предметы, устойчивые к полиморфированию, не будут расходоваться, и зелья, и не нарушающие поведение без полипалов. Однако предмет может превратиться в самого себя, что израсходует зелье и нарушит бесполипаленность. В обоих случаях зелья полиморфа не идентифицируются автоматически. Не рекомендуется владеть зельем и бить монстров. То есть у вас она в руках должна быть. Если неудачно стечение обстоятельств, монстр станет ножкой, и вы окаменеете. Но имеется в виду, скорее всего, как адресом, либо шик-адресом, и вы просто при ударе можете окаменеть. Собственно, зелье левитации.
Зелье левитации заставляет вас левитировать. Благословленное зелье для вас левитация 299 ходов, непроклятое 10149 ходов, а проклятое даст нам 0 ходов, вне зависимости от зелья блаженства. Если вы еще не левитируете, вы получаете 1 ход левитации. Они суммируются с имеющим тайм-аутом левитации. Если быстро выпить 4 благословенных зелья левитации, общее количество ходов составит от 1001 до 1197. Кроме того, чтобы, выпив благословленное зелье левитации, вы получаете возможность по своему желанию прекратить левитацию с помощью клавиши значок больше. Если только у вас нет внешней левитации с какого-то другого источника, который помогла бы вам предотвратить это. Это длится только до конца вашей текущей левитации, не является постоянным преимуществом. Упоминание проклятого зелья левитации имеет дополнительные эффекты. Если вы уже левитировали и имели возможность приземляться по своему желанию, вы теряете эту способность. Если вы еще не левитировали, вы ударяетесь головой о потолок и получаете 10 единиц урона, либо 6 единиц урона, если носите шлем, либо 3 единицы урона, если шлем металлический. Если только вы не стоите наверху, в этом случае будет засчитываться так, как будто бы вы ввели команду значок меньшим. Зелье используется только в одном рецепте алхимии. Ее можно смешать с зельем просвещения, чтобы иногда получить зелье повышения уровня. Собственно, сообщения, которые могут у вас. Зелье полезно в нескольких сценариях, в которых вам придется преодолевать препятствия местности, которые можно преодолеть с помощью левитации. Конкретные случаи включают в себя остров Медузы, если вы не копать и вернуться с другой стороны, план воздуха, в котором левитация позволяет вам контролировать свои движения, план огня с множеством лавовых опасностей, болото Джублиса и коридор с люком в замке. Ну, про болото я не знаю, про замок мы еще не дошли. Планы воздуха — это элементальные планы. Собственно, зелье полного здоровья. Зелье полного здоровья можно создать с помощью алхимии, смешав дополнительное исцеление с зельем увеличения энергии, либо с повышением уровня. Смешивая полное исцеление зельем увеличения энергии или уровня, можно создать зелье усиления способности. Но опять же, это алхимия, нам она сейчас не интересно. Выпив зелье любого блаженства, вы восстановите до 400 единиц здоровья, излечите галлюцинацию и слепоту, а также потренируете вашу телосложение и силу. Непроклятое зелье также вылечит болезнь и увеличит ваш максимальный запас здоровья. Если его выпьете, вы излечите до полного здоровья. Непроклятое зелье увеличит ваш максимум до 4, благословленное до 8. Монстры также могут выпить это зелье, но на низком уровне здоровья на своем. Выпивание благословленного зелья восстановит 1 потерянный уровень опыта, если он у вас есть, но также уменьшит ваш максимальный запас на 1 в процессе. Например, а если один уровень персонажа понижен до 10 с 14, и выпивание благословенного зелья полного исцеления, оно вернет их до 11, но снизит запоминаемый максимум до 13. Фактически это означает, что только половину ваших потерянных уровней можно восстановить с помощью этого зелья полного здоровья. Поэтому зелье восстановления способностей предпочтительно, так как оно восстановит 1 потерянный уровень, если оно не проклято, или все потерянные уровни опыта, если благословлен.
не влияя на ваш максимальный уровень опыта. Удар по монстру зельем полного здоровья или броском восстановит его полное здоровье и излечит слепоту. Удар по чуме, не знаю, что за чума, скорее всего, один из мобов нанесет ему урон. Вдыхание паров зелья любого блаженства исцелит вас чтобы достичь пары, нужно разбить зелье. И исцелит вас на 3 хп до максимума. Улучшит слепоту, улучшит конституцию и дополнительно скорректирует ваше здоровье, ваши базовые формы, если в данный момент вы находитесь в полиморфе. Погружение отравленного оружия в зелье в это зелье в полного здоровья удалит ядовитое покрытие с оружием. Зелье просвещения. Употребление непроклятого напитка проявляет мудрость и дает вам просвещение, позволяя вам на мгновение увидеть внутренние ваши качества и другие атрибуты вашего персонажа, такие как ваши резисты, возможность помолиться, ваша удача. Благословленное зелье дополнительно увеличивает ваш интеллект и мудрость на единицу. То есть пить нужно именно благословленную версию. Выпивание проклятого зелья злоупотребляет вашей мудростью и печатает сообщение без какого-либо эффекта, пробуждая вас ввести имя зелья. Алхимия. Окунание зелья, чтобы смешать зелье замешательства и повышение уровня, или зелье усиления энергии, имеется один из 10, что у вас получится зелье просвещения. Смешивание зелья левитации с зельем просвещения получается шанс повышения уровня. Иногда стоит благословить зелье просвещения, чтобы повысить свои умственные характеристики, такие как интеллект и мудрость. В противном случае они сохранятся до алхимии, когда они идентифицированы, чтобы использовать их для создания зелья определенного уровня. Зелье обнаружения объектов. Зелье обнаружения при выпивке зелья обнаружения объектов. Момент. Неопознанный свиток вам покажет, какие предметы несут монстры. И вы увидите только один предмет для каждого монстра. Благословленный свиток покажет вам внешний вид каждого предмета в вашем инвентаре и, возможно, по сути, то же самое, только еще и внешний вид покажет. А проклятый свиток вам покажет, работает так же, как и непроклятое зелье, за исключением то есть он все наоборот. Короче говоря, переходим к следующему свитку. Обнаружение монстров. Зелье обнаружения монстров. Если выпить зелье обнаружения монстров, отобразятся все монстры на текущем уровне и будет автоматически идентифицировано зелье. Причем точный эффект зависит от блаженства. Непроклятый отображает положение всех на пустой карте, аналогично зелью обнаружения предметов, а проклятый отображает положение всех монстров на пустой карте. Зелье дополнительно раздражает проклятый и будет всех спящих и парализованных монстров на уровне. Благословленное же зелье обеспечивает пассивное обнаружение монстров, постоянное обновление на экране положения всех монстров в течение от 21 до 60 ходов. Добавляет еще один ход только в том случае, если у вас есть как минимум 300 ходов монстра обнаружения. Эти эффекты суммируются с заклинанием обнаружения монстров, наложенным на уровне навыка или выше. В заклинаниях предсказания. Выпивание зелья во время галлюцинации будет иметь такой же эффект, но монстр будет отображаться
своей галлюцинационной личности. Галлюцинационной личности. Зелье невидимости. Выпив зелье невидимости, выпивающий становится невидимым и автоматически идентифицирует зелье. Причем зелье варьируется в зависимости от блаженства. Если благословленное зелье дает вам постоянную невидимость, непроклятое зелье дает вам временную невидимость на 31-45 оборотов. От 31 до 45. Проклятое же зелье имеет тот же эффект, что непроклятое, но дополнительно раздражает монстров, пробуждая всех спящих и медитирующих монстров на уровне. Зелье будет иметь такой же эффект, если вы слепы, уже невидимы или носите обертку от мумии. Но не идентифицирует автоматически, а печатает другое сообщение. Монстры будут использовать это зелье автоматически, определяя его, если вы станете свидетелем этого. Монстр, выпивший это зелье, становится навсегда невидимым, если только на нем не одета мумия, обертка мумии. Тот же эффект возникает, если монстру ударили брошенным зельем. Если монстр выпьет проклятое зелье, это вас рассердит. Положение невидимого монстра на короткое время отобразится на карте вместе с сообщением. Прикольно. И вы выйдете из любого бессознательного состояния. Ручные мирные монстры. Ручные мирные монстры не будут пить зелье, если вы не сможете видеть невидимое. Вдыхая пары невидимости, вы на короткое время станете невидимым и автоматически идентифицируете зелье, если вы видели, что оно сломалось. А благословленное зелье получается 1,30 шансу стать невидимым, 1,15, если вы уже невидимы. В противном случае вы получаете 3 D100. Офигеть. От 3 до 300 плюс 10 плюс 100 в скобочках более временной невидимости. Непроклятые, вы становитесь невидимым на 6 D100, это от 6 до 600 плюс 100 более ходов. Проклятое, вы становитесь невидимым на 9 D100, это от 9 до 900 плюс 100 более ходов. Все спящие медитирующие монстры на уровне пробуждаются. Зелье увеличения энергии. Благословленное зелье увеличения энергии увеличит максимальную энергию на 3 D6, это от 3 до 18. Непроклятое зелье увеличит максимальную энергию на 2 D6, это, собственно, от 2 до 12. А проклятое уменьшит навсегда максимальную энергию на 1 D6, это от 1 до 6. Для непроклятого зелья ваша текущая энергия увеличивается в 3 раза по сравнению с изменением, ограничиваясь вашей новой максимальной энергией. Для проклятого зелья ваша текущая энергия уменьшается в 3 раза от изменения до минимума 0. Все зелья энергии проявляют мудрость, когда их выпивают. Соответственно, вам есть шанс того, что через 600 ходов, то есть когда вам выдают статы, дадут мудрость. Большинство персонажей, использующих зелья, оценят запасные зелья для получения энергии, если это необходимо. Алхимия. Смешивание зелья усиления энергии плюс зелья исцеления, дополнительного исцеления или полного исцеления улучшит их до непроклятого и разбавленного дополнительного исцеления, полного или получения способности соответственно.
Если вы окунаете зелье замечательства в зелье энергии, вы получите зелье просвещения в 1,3 или выпивку в 2,3. Это процентное соотношение. Собственно, зелье сна. Выпил благословленное зелье сна, вы засыпаете на 13-23 хода. Не проклятое на 25-35. Проклятое на 37-47 ходов. Если у вас сопротивление сну, вы зеваете, и зелье на вас не подействует. Монстры бросят их в вас. Бросают зелье, в основном оно наступающее. Если зелье попадает в вас, то пары заставят вас уснуть. Вы чувствуете себя усталым на 1-5 ходов и злоупотребите своей ловкостью, то есть она вам пойдет в минус. Если зелье попадает в монстра, то монстр временно спит. Монстр засыпает на срок от 1 до 12 ходов. Если только пары не пройдут мимо монстра, и у монстра нет иммунитета ко сну, так называемого сопротивления. Зелье слепоты. Вы выпиваете зелье слепоты, которое ослепляет вас в зависимости от статуса. Благословленный, не проклятый или проклятый, как показано ниже. Количество ходов получается благословленное 125, 324 хода, непроклятая 250, 449 ходов, а проклятая на 375, 574 хода. Окунув рог единорога в одно из них, вы получите непроклятое зелье воды. Это зелье слепоты. В монстров можно бросать зелье слепоты, чтобы их ослепить. Слепота, как правило, нежелательна, но защищает от атак глазом и позволяет использовать внутреннюю телепатию. Повязка на глаза полотенце предпочтительно из-за возможности переключения и долговечности. Советы о том, как справиться с слепотой, смотрите дальше. Чтобы справиться с слепотой, вам нужно использовать рог единорога, либо съесть морковь. В большинстве случаев это помогает. Либо использовать зелье дополнительного исцеления, либо полного. Можно и обычные, но оно должно быть благословленное. Когда у вас появляется лучший способ ослепить себя, лучше всего разбавить это зелье слепоты водой. Следующее. Зелье восстановления способностей и потерянных уровней. Зелье восстановления способностей восстанавливает утраченные атрибуты и уровни опыта до предыдущего максимума, которого достиг персонаж на данный момент. Благословленное зелье восстановит все утраченные атрибуты и уровни опыта. Непроклятое зелье восстановит один случайный атрибут до прежнего максимума и один потерянный уровень опыта. Проклятое зелье не имеет никакого эффекта. Если зелье попадает в монстра, у монстра восстанавливаются максимальные очки жизни. Вдыхание его паров имеет тот же эффект, что и употребление зелья. Зелье святой воды. Выпивание зелья святой воды излечивает ликантропию. Ликантропия – это превращение в оборотень, так называемое в существ, которые у вас есть. Всего есть три типа ликантропов. Это вер-рат, вер-шакал и вер-волк. Собственно, в ликантропии вы превращаетесь, собственно, в одноименных животных, то есть в крысу, в шакала и, собственно, волка. Для нехаотиков, то есть не хаотических, то есть не для хаотического вероисповедания, то есть для благочестивых персонажей и для нейтралов, излечивает все болезни. То есть, если вы, например, заразились любой болезнью, вы выпили зелье святой воды и вылечили болезнь. Хаосники получают 2d6 урона вместо лечения болезни. То есть, если ваш персонаж хаосник, то есть хаосное вероисповедание, вы получите урон в размере 2-12 единиц урона. Если вы не хаосники, вы сможете вылечить любую болезнь,
вы заразились, просто выпив зелье святой воды. Вы можете окунуть предмет, либо стопку предметов в святую воду. Также снять с него проклятие и благословить, потратив одно зелье святой воды. Предметы, опущенные в святую воду, не намокают. Проклятый объект не будет проклят, а непроклятый будет благословлен. Погружение освященного предмета в святую воду просто появится сообщение ничего интересного. Зелье не будет употреблено. Вдыхание паров зелья святой воды возвращает вас в человеческий облик, если у вас есть ликантропия, но не излечивает ее. Монстры, пораженные брошенным или взятым в руки зельем святой воды, получают 2d6, это, грубо говоря, от 2 до 12 урона, если они демоны, нежити или ликантропы. А ликантропы дополнительно принимают человеческую форму. Зелье святой воды вообще самый полезный предмет. Особенно если вы не хаосник, для вас это прям вообще шикарный предмет. Хаосникам, конечно, в этом вопросе потяжелее. Но у них свои фишки. Зелье не святой воды, то есть так называемые зелье проклятой воды. Оно еще так называется. Нечестивая вода имеет обратный эффект святой воды. Окуните благословленный предмет в нечестивую воду, чтобы снять с него, получается, благочестие. Получается, непроклятый предмет. Окуните непроклятый предмет в нечестивую воду, чтобы сделать его проклятым. Опустите проклятый предмет в нечестивую воду и получите сообщение, что ничего не происходит. Зелье не употребляется. Таким образом, использование команды DIP, это основная команда при взаимодействии с зельями, вместе со святой водой позволяет создавать проклятые предметы. Если вы льете зелье нечестивой воды, вы обратитесь в оборотня, выпьете, если у вас есть ликантропия. Кроме того, хаотические персонажи или те, кто превратился в демона или нежить, исцеляют 2d6 хп и тренируют телосложение. Это от 2 до 12. Тренируйте телосложение, то есть у вас есть шанс его повысить. А законопослушные персонажи вместо этого получают 2d6 урона. Это от 2 до 12. А нейтральные персонажи просто злоупотребляют своим телосложением. Зелье нечестивой воды нельзя разбавить, а следственно, как и сделать непроклятым, окунув их в фонтан или ров. Другие методы снятия проклятий, такие как отмена, свиток снятия проклятий, по-прежнему будут работать. Отмена имеется в виду палочка отмена, либо заклинание отмены. Получение нечестивой воды. Один из способов ее получения взять из кучи костей. Кости — это ваш старый предмет, ваш старый персонаж, который погиб. Вероятнее всего, что вода, выпавшая из предыдущего игрока, будет проклята и, следовательно, нечестива. Кости, содержащие мертвых жрецов, являются особенно хорошими источниками, поскольку их изначальное зелье святой воды могли стать нечестивыми. С помощью этого первого зелья можно легко сделать больше нечестивой воды, окунув в стопку несколько обычной воды, превращая ее в нечестивую. Самый безопасный способ прочитать благочестивый свиток снятия проклятий в замешательстве. Я не рекомендую этого делать. Если хотите читать, читайте лучше непроклятый свиток снятия проклятий в замешательстве, который с 20% благословит или проклянет непроклятые предметы в вашем инвентаре и надеется, что это проклятие проклянет некоторые зелья воды. Чтобы избежать случайного проклятия полезных предметов, либо выбросите все, все непроклятые предметы, которые вы хотите делать проклятыми, либо прочтите
Второй благословленный свиток снятия проклятия после того, как вы уроните нечестивую воду. Чтобы увеличить свои шансы получить нечестивую воду, имейте много зелий воды и дайте каждому из них имя, чтобы они не складывались. Этот метод имеет дополнительное преимущество, потенциально создается святая вода, которая также полезна. Другой метод – несколько раз окунуть зелье, идентифицированное в фонтан. Существует вероятность того, что полученное зелье воды будет проклятое. Вы не получите сообщения, поэтому проверяйте его после каждого падения в фонтан. Будьте готовы к появлению монстров, которых это может вызвать. Взаимодействие с фонтаном вызывает монстров с неким шансом. Они могут быть дружелюбные, как, например, водяной демон, который вам даст желание. А могут быть и враждебный демон, который вас будет начать атаковать, как и мокасины, которые вас также будут атаковать без яда. Сопротивление к яду их нельзя убить. Также может появиться водяная нимфа, которая также вылезет из фонтана и будет вас пытаться забить. Молитва алтаря не вашего мировоззрения за пределами генома, зельями воды на алтаре сделают воду нечестивой, но это разгневает вашего бога с обычными последствиями, как минимум потерей любых приобретенной божественной защиты. Вы можете компенсировать точку гнева несколькими способами, например, принеся в жертву бывшего питомца на перекрестном алтаре. Это не преобразует алтарь, не поглощает труп, не злит прислуживающего священника, но имеет свои недостатки. Но вы по-прежнему будете лишены какой-либо божественной защиты в дополнение к вредным последствиям поражения. Еще один способ пожелать проклятой зелье воды, так называемой нечестивой воды. Зелье лечения. Выпив зелье лечения, вы исцелитесь и потренируете свое телосложение. Причем количество исцеления зависит от блаженства. Благословленное зелье исцелит вас на 8 D4, это от 8 до 32 хп, непроклятое от 6 до 24, а проклятое от 4 до 16. Если выпивание непроклятого зелья восстановит ваше здоровье выше максимальной, ваше максимальное также увеличится на единицу. Непроклятое зелье излечивает слепоту и глухоту, а благословленные зелья излечивают также ваши болезни. Вот как вариант можно было излечить ликантропию. Благословленное зелье исцеления. Либо полного исцеления, либо дополнительно. Монстры, которые могут выпить зелье для исцеления на ту же сумму, хотя оно может только дополнительно вылечить слепоту, если оно благословено. Монстры, пораженные зельем, полностью исцеляются, если зелье было благословлено, только также не ослепляются. Зелье повреждает чуму, но эффекты всегда будут полностью защищены, если только чума не сильно истощена. Не знаю, честно говоря, что за чума. Это, скорее всего, один из боссов, как я думаю, которого, скорее всего, не получится загеноцидить. Вдыхание паров. Зелье исцеления любого блаженства исцелит на 1 хп. А что такое пары? Пары — это вы когда разбили зелье, грубо говоря, под вами, уронив его, ну, либо бросив рядом с собой, и вы вдыхаете вот эти вот пары. Это вас исцелит на 1 хп, вылечит слепоту и глухоту, если оно было бы благословлено. Улучшит ваше здоровье, если вы полиморфированы. Здоровье вашей базовой формы также корректируется. Базовая форма имеется в виду ваша стандартная форма до полиморфа. То есть, например, вы начали, грубо говоря, играть человеком, полиморфировались на какое-то животное, грубо говоря. И ваша базовая форма человека, она также корректируется, здоровье его. Вы можете использовать зелье исцеления в алхимии, окуная в него зелье повышения уровня энергии либо скорости, чтобы получить зелье дополнительного исцеления. Погружая отравленное оружие в зелье исцеления, это удалит яд и израсходует зелье.
Зелье галлюцинации. Выпивание зелья галлюцинации вызовет галлюцинации. Продолжительность галлюцинации зависит от блаженства. Благословленное зелье галлюцинации от 300 до 499 ходов. Непроклятые вызывают галлюцинации на 600, 799 ходов, а проклятые вызывают галлюцинацию на 900, 1099 ходов. Погружение рога единорога в зелье галлюцинации превращает его в непроклятую воду. Вдыхание паров этого зелья безвредно. Пока вы только печатаете сообщение, а затем предлагаете ему назвать зелье. Сопротивление галлюцинациям, которое может выдаваться при использовании Грейсвандера, это артефакт, который можно получить путем пожертвования. Можно вообще найти его случайно, ходя по подземелью, а можно получить в дар от вашего божества. По артефактному оружию у меня есть отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Подавляя эффекты галлюцинаций, они блокируют или полностью излечивает их. Зелье замешательства. Умные монстры будут использовать его как атакующий предмет. Смешав зелье выпивки с зельем просвещения путем погружения, вы получите зелье замешательства. Погружение идет через команду DIP. Команда DIP прописывается через решетку. Неудивительно, что выпив зелье, вы запутаетесь на несколько ходов. Продолжительность замешательства зависит от красоты зелья. Благословленное 8-14 ходов, непроклятое 16-22 хода, проклятое 24-30 ходов. Окунув рог единорога в зелье замешательства, он превратится в непроклятую воду. Если окунуть зелье, собственно, замешательство в зелье усиления энергии, либо усиления уровня, зелье алхимизируется либо в зелье выпивки, либо в зелье просвещения соответственно. Какое интересное зелье. Выпивка сомнительная, а вот просвещение интересно. Вдыхание паров зелья сбивает вас с толку на срок от 1 до 5 ходов. Монстры, пораженные зельем, приходят в замешательство, в зависимости от их сопротивления к магии. То есть они могут сопротивляться этому, либо длительность будет меньше. Хотя зелье иногда полезно для чтения свитков в состоянии замешательства, существует множество других источников путаницы, которые весят меньше. Таким образом, это зелье обычно бросают монстров, но чаще всего складывают кучу, чтобы превратить в воду. Посредством смывания ее в фонтане, либо в открытом водоеме, либо использования на ней палочки отмены. Зелье дополнительного исцеления. Дополнительное исцеление, выпив его, вы исцелитесь больше, чем стандартное зелье исцеления. Впрочем, силы эффекта зависят от блаженства. Благословленное вылечит вас на 8,64, от 8 до 64 хп, когда его выпивают. Непроклятое от 6 до 48 хп, а проклятое от 4 до 32 хп. Кроме того, если это приведет к тому, что ваше здоровье превысит максимум, ваш максимум увеличится на 2 для непроклятого зелья и на 5 для благословленного зелья. Зелье также излечивает галлюцинации, слепоту и глухоту. Также укрепляет телосложение и силу. То есть повышает ее как бы. Если оно как бы не повышает ее напрямую, оно дает шанс ее повысить. Но если у вас через 600 ходов, например, у вас какие-то другие будут дебафы, то вам, скорее всего, ее не факт, что повысит. Если оно не проклятое, оно также излечит болезнь. То есть, если зелье было не проклятое, то есть, например, благословленное либо не проклятое, то оно излечит также болезнь. Монстры могут выпить зелье для исцеления на ту же сумму, хотя оно
могут только дополнительно вылечить слепоту, если оно не проклято. Монстры, пораженные зельем, полностью исцелят себя. Если зелье не было проклятым, не ослепятся. Зелье повреждает чуму, но эффекты всегда будут полностью защищены, если только сначала. Чума не будет сильно истощена. Вдыхание паров зелья дополнительного исцеления любого блаженства исцелит вас на 2 хп. Чтобы сделать пары, вам нужно, чтобы это зелье разбилось. Для этого его нужно уронить, либо бросить. Вплоть до вашего максимального здоровья. Излечить слепоту и глухоту, если оно было не проклято. И упражняйте усложнение, если вы полиморфированы. Здоровье вашей базовой формы также корректируется. По базовой форме я говорил, то есть это 2 формы, это одна, в которую вы были изначально, вторая, в которую вы превратились. Обе формы будут также корректироваться. Как первая, так и вторая. Вы можете использовать зелье дополнительное исцеление в алхимии, окуная в него зелье повышения уровня или набор энергии, чтобы получить зелье полного исцеления. Погружение отравленного оружия в зелье дополнительного исцеления нейтрализует яд и расходует его. Зелье болезни. При выполнении алхимии путем смешивания 2 случайных типов зелья, не имеющих рецепта, и опущенная стопка зелья не разбавляется в результате 22 случаев, получается стопка зелий болезни. Получение стопки зелья фруктового сока в зелье болезни загрязнит стопку, а погружение стопки фруктового сока в зелье болезни загрузит стопку, превратит их в зелье болезни. А погружение зелья исцеления, дополнительного исцеления и полного исцеления в зелье болезни очистит от заражения и превратит их в зелье фруктового сока. Выпив зелье болезни, вы потеряете ХП, понизите один из ваших основных атрибутов и, возможно, нарушите конституцию. Конституция – это ваше телосложение, так называемая выносливость. В зависимости от вашего блаженства и наличия у вас сопротивления к яду. Оно не вызывает неизлечимую болезнь, например, как пищевое отравление. Выпив зелье, вы также, чтобы избавиться от болезни пищевое отравление, стоит выпить зелье. Получается исцеление как непроклятое, либо благословленное исцеление, будет исцеление полное исцеление, смотря какое у вас есть, либо использовать заклинание с так называемое снятие болезни. Но в большинстве случаев у людей бывает зелье. Если у вас нет ничего из этого, просто молитесь через команду Pray. Команда прописывает через решетку. Выпив зелье, вы также выведете вас из галлюцинации и вернет в чувство. Это, собственно, зелье болезни. Если вы выпьете, также вы выйдете из галлюцинации и вернетесь в чувство. Эффекты блаженства показаны ниже. Собственно, благочестиво вы теряете 1 очко жизни. Это если у вас нет сопротивления к яду. Если у вас есть сопротивление к яду, вы теряете 1 очко жизни. Если у вас нет сопротивления к яду и выпили непроклятое зелье болезни, вы потеряете 1-10 очков жизни, один из ваших атрибутов снижается на 3-6 и злоупотребляете своей конституцией. Конституция – это телосложение. А если у вас есть сопротивление к яду, вы теряете 1 очко жизни, один из ваших атрибутов уменьшается на 1, и вы злоупотребляете своей конституцией. А если зелье проклятое, а у вас нет сопротивления к яду, вы теряете 1-15 очков жизни, один из ваших атрибутов уменьшается на 3-6 и злоупотребление конституцией. Если у вас есть сопротивление к яду, вы теряете 1 очко жизни, один из ваших атрибутов уменьшается на 1, и вы злоупотребляете конституцией. Если вы целитель, есть такая роль, вы полностью защищены от этих эффектов, у вас есть что-то вроде устойчивости, ваши атрибуты не уменьшаются. Хотя монстры и не пьют,
и не использует иным образом зелье болезни, чума будет пить зелье болезни, чтобы исцелить себя. Как это сделать другие с помощью зелья исцеления? Удар по мору зельем будет иметь тот же эффект. Вдыхание паров брошенного, вареного или разбитого зелья приводит к потере 5 хп, вне зависимости от блаженства или сопротивления к яду. Также установит ваше хп на 1, если у вас в данный момент меньше 5. Нарушает конституцию, если вы целитель, пары не действуют. Окунание. Если окунуть рог единорога в зелье, окунание в большинстве случаев через команду DIP проходит, через решетку прописывается, он становится зельем фруктового сока. Это также произойдет, если вы отмените зелье. Отмена проходит через палочку отмены, либо заклинание отмены. Если вы окунете дротики, стрелы, сюрикены и арбалетные болты в зелье болезни, оно покроет стопку снарядов, которые у вас присутствуют, ядом, и израсходует зелье, попросив вас ввести имя, если оно известно. Отравленное оружие наносит D6, это грубо говоря 6 дополнительного урона, имеет шанс 1/10 мгновенно убить неустойчивых монстров к яду. Очень сильно работает, если у ваших монстров, боссов нету сопротивления к яду. То есть вы, вот, например, как вариант на туристическом квесте, вы можете главного врага квеста тупо забить ядом, потому что у него нет сопротивления к яду, и вы можете его тупо закидать дротиками к яду ядовитым, если вы до него дойдете. Либо похожие, но опять же нужно там конкретно в каждой ситуации смотреть отдельно. Бросок и владение. Удар по монстру зельем в руках и броском в случае успешно уменьшит его очки жизни. Монстры с болезнетворной атакой или сопротивлением к яду невосприимчивы. В то время как у других монстров их текущие максимальные хп уменьшаются вдвое, причем для каждого из них проводятся отдельные броски по сравнению с магическим резистом монстра. Если максимальное количество здоровья монстра опускается ниже текущего, текущее значение здоровья уменьшается до нового максимального значения. В общем, если кинуть монстров, это крайне эффективная штука. Зелье видения невидимого. Зелье видения невидимого можно получить с помощью алхимии, смешая фруктовый сок с повышением уровня или получением энергии. Выпивание зелья видения невидимого дает внутреннее свойство видеть невидимое, которое позволяет вам видеть невидимых монстров, причем эти эффекты зависят от блаженства. Проклятое и непроклятое зелье дает вам внутреннее свойство на 750-849 ходов, а благословленное дает вам внутреннее свойство навсегда. Непроклятое зелье также излечивает слепоту. Отмена. Зелье видения невидимого превратит его в зелье фруктового сока. Отмена с помощью палочки отмены, либо заклинания отмены. После того, как вы навсегда получили внутреннее видение невидимого, обычно из-за благословленного зелья, эти зелья имеют первым кандидатом на разбавление. Игроки, не питающиеся едой, захотят отменить эти зелья, чтобы получить питательные вещества из полученного фруктового сока. Идентификация. Зелье видения невидимого и фруктовый сок имеют одинаковые сообщения. Из-за этого их трудно отличить друг от друга при случайном глотании. Рекомендуется ввести имена обоих зелий, чтобы можно было переименовывать их позже. Если одно из них будет идентифицировано, некоторые способы идентифицировать зелье видения невидимого включают в себя употребление вслепую. Видение невидимого излечивает слепоту и поиск ранее невидимых монстров, которые внезапно становятся видимыми. Просветление после того, как вы выпили подозрительное зелье, покажет, есть ли у вас внутреннее зелье. Внутреннее свойство, скорее всего, а не зелье. Зелье фруктового сока. Помимо случайной генерации в магазинах деликатесов и здорового питания иногда продаются микстуры фруктового сока.
Фруктовый сок также можно создать с помощью зелий и следующими методами. Окунуть аметист в зелье с выпивкой, окунуть рог единорога в зелье болезни, отмена, палочкой отмена, либо заклинание, в зелье болезни и увидеть невидимого. Эти два зелья. Зелье фруктового сока – одно из зелий, которое можно создать с помощью рога изобилия. Рог изобилия стоит вам рандомные предметы, ну, в основном еду, также некоторые зелья. И он имеет заряды, то есть его надо периодически перезаряжать, если им постоянно пользоваться. При выпивке фруктового сока повышается ваше питание на 10, если проклятое, на 20, если не проклятое, и на 30, если благословлено. Количество питательных веществ уменьшается вдвое, если зелье разбавляется. Соответственно, это 5, если проклятое, 20 непроклятое и 15 благословленное. Зелье фруктового сока содержит минеральное количество питательных веществ на единицу веса по сравнению с другими продуктами питания, имея при этом тот же вес, что и пищевой рацион. Большинство игроков вполне могут разбавить известный фруктовый сок водой. Просто выпить его сразу и использовать для полипалинга. Это для превращения в другой предмет. В игре, где дымное зелье представляет собой фруктовый сок, игроки могут рассмотреть возможность исполнения желаний, собирая зелье болезни, выпивки или видение и невидимое, чтобы обратить их в фруктовый сок. Да, это, конечно, очень сильно ребятам повезет. Игроки, занимающиеся беспищевым поведением, будут полагаться на эти зелья для поддержания своего питания, так как они получат особую выгоду для алхимизации фруктового сока в выпивку. Идентификация. Зелье видения невидимого используют такое же сообщение, что и фруктовый сок, когда его пьют, поэтому отличить их не получится по сообщению. Зелье опьянения или так называемое бозе. Один из вариантов «Мой конец», винный погреб короля гномов, будет как минимум 6 зелий выпивки. В инвентаре деликатесов есть 1,25 шанс создать зелье выпивки на данной клетке. Если окунуть зелье фруктового сока в зелье скорости или зелье просвещения, оно превратится в зелье выпивки. Если окунуть зелье замешательства в зелье прироста энергии, либо прироста уровня, оно алхимизируется. Применение рога единорога с зарядами, точнее рога изобилия с зарядами, имеет шанс 1/4% создать зелье выпивки. Употребление зелья выпивки обеспечит питание, злоупотребит вашей мудрости и может сбить с толку вас. Зависит от блаженства. Злоупотребление мудростью, это, соответственно, понижение мудрости, обеспечит питание на какой-то процент, а сбить с толку это вам даст конфузию. Неразбавленные зелья также восстановят вам 1 очко здоровья, но что вообще не особо. Зелье имеет следующие специфические эффекты. Благословленное. Злоупотребление мудрости дает вам 30 очков питания. Непроклятое. Злоупотребление мудрости дает 20 очков питания, сбивает вас с толку на 3, от 3 до 24 и более ходов. Проклятое. Злоупотребление мудрости дает 10 очков питания, сбивает вас с толку от 3 до 24 и более ходов, заставляет вас терять сознание от 1 до 15 ходов. Удар зельем по монстру приведет его в замешательство, поскольку монстр будет сопротивляться к магии. Вдыхание паров этого зелья сбивает вас с толку на 5 и больше ходов. Монстры обычно не бросают это зелье. Смешивание зелья выпивки зельем повышения уровня или усилением энергии создает зелье галлюцинации. По алхимии есть отдельный, собственно, выпуск. Если интересно, можете посмотреть. Погружение аметиста в зелье с выпивкой превратит его в зелье с фруктовым соком. Это отсылка к названию аметистов, происходящего от греческого «непьяный». Стратегия. Непроклятые зелья выпивки иногда используют как источник путаницы для альтернативных эффектов чтения свитков. Например, обнаружение порталов на планах с помощью свитка обнаружения золота. Или защита от эрозии
в вашей брони с помощью свитка зачарования брони. Хотя проклятые зелья выпивки дают эффект замешательства, но они также заставляют вас терять сознание, иногда дольше, чем длится замешательство. А благословленные зелья выпивки обычно предпочитают игроки, играющие без еды, которые также могут алхимизировать их, используя следующий многоэтапный рецепт. Мусор, вода, болезнь, фруктовый сок, выпивка, благословленная выпивка. На этом все. Всем спасибо, всем пока.